Всем привет! Меня зовут Алла, и сегодня мы будем собирать адвент-календарь в виде огромного щелкунчика. Коробочки для подарков прячутся у него во рту, и из их комбинаций вы можете собрать версию календаря на 31 день и на 24 дня. А еще можно использовать коробку язык и коробки в сапогах. Туда могут поместиться подарки и сладости покрупнее. Макет адвент-календаря для плоттеров можно купить на моем сайте alla-grezeva.ru. Сборка щелкунчика не слишком сложная, но вам потребуется много бумаги. Начнем с челюстей. Складываем основу и приклеиваем к ней заднюю и боковые стенки. Челюстей у нас будет две, верхняя и нижняя. Детали для них не отличаются, поэтому у нас получится две абсолютно одинаковые коробочки. Их нам нужно соединить спинкой друг к другу с помощью переплетной детали. Эту деталь нужно вырезать из любого тонкого переплетного материала, который вы найдете. В моем случае это бумага, которая выдерживает больше циклов открывания и закрывания, не трескаясь. Следите за тем, чтобы сгиб переплета максимально прилегал к коробочкам. В таком случае у вас останется очень аккуратный и тонкий зазор сзади. Переплет с двух сторон я маскирую полосками бумаги, из которой сделаны коробочки. И теперь мы можем заняться зубами. Всего в макете их три разновидности: маленькие, угловые и большие. Для версии календаря на 31 день вам понадобится 22 маленьких коробочки, 8 угловых и 1 большая. А для календаря на 24 дня вам нужно будет вырезать по 8 коробочек каждого вида. Кстати, коробочки склеиваются довольно легко и быстро, а благодаря внутренним клапанам и замочку в виде бантика из коробочки ничего не вываливается, когда верхняя челюсть переворачивается, даже довольно тяжелые предметы. Имейте в виду, что угловые коробочки имеют правую и левую ориентацию, то есть вам нужно будет вырезать 4 правых и 4 левых. Важно заметить, что на коробочках есть перфорированный кружок для наклеивания цифры, и при монтаже зубов в основании эти кружки должны располагаться сверху. Сами цифры мы приклеим в самом конце, чтобы не запутаться с нумерацией. Не торопитесь приклеивать зубы к челюсти. Я рекомендую сначала просто расставить коробочки. Дело в том, что в зависимости от плотности бумаги, которую вы будете использовать, у вас могут получиться разные расстояния между зубами. К примеру, коробочки из перграфики плотностью 240 грамм встают очень плотно друг к другу. И чтобы все точно поместилось, коробочки лучше начинать приклеивать с углов, сильно прижимая их к стенкам и друг к другу. При этом для черновика я использовала обыкновенный ватман плотностью 200 грамм, и между зубами у меня оставались небольшие зазоры. В этом случае вам нужно будет просто их равномерно распределить. Обратите внимание, здесь я неправильно поставила коробочки. На месте зуба мудрости должна быть большая коробка, а не две маленьких. Теперь давайте соберем нижнюю часть туловища. На основании у него есть разметка для приклеивания ног, но мы сейчас займемся монтажом стенок. Задняя и боковые стенки такие же красные, а вот переднюю стенку я вырезала из белой бумаги. Сделано это потому, что красный камзол щелкунчика внизу раскрывается, и под ним виднеется белая часть костюма. Поэтому красную накладку мы просто приклеиваем сверху и добавляем кусочки голубой рубахи. Дно нижней части туловища я рекомендую укрепить переплетным или любым другим картоном. Если вы будете наполнять календарь тяжелыми предметами, то есть риск, что в этом месте дно прогнется. Этой детали нет в макете, потому что я не режу картон на плоттере. Ее легко можно будет вырезать руками. Теперь давайте займемся ногами. Голень состоит из 4 деталей: 2 горизонтальных, которые нужно склеить друг с другом, и 2 накладок, верхней и нижней. Tomorrow it is Christmas, the first
В ступнях у нас будут прятаться коробочки. Сначала давайте соберем их основы. Для этого загнем все линии изгиба внутрь и склеим все боковые держатели так, чтобы стенки детали оказались вертикальными. Дальше к верхним держателям нам нужно приклеить крышку. Удобнее будет деталь перевернуть и расправить все стенки, засунув руку внутрь. Ящик имеет похожую конструкцию. Мы также загибаем все линии изгиба внутрь и склеиваем коробочку за боковые держатели. Теперь нам нужно смонтировать специальный уплотнитель для ящика. Эта деталь удерживает ступню и не позволяет ей прогибаться под весом щелкунчика. Чтобы вмонтировать деталь в ящик, нанесите клей на ее нижние и боковые и передние держатели. А открывашку нужно сложить пополам и склеить. Теперь мы можем соединить верхнюю часть ноги и ступню. Сапоги должны быть повыше, поэтому мы наклеим декоративные накладки. И не забудем золотое украшение, для которого на накладке есть специальная пунктирная разметка. Переворачиваем нижнюю часть туловища и приклеиваем ноги на отмеченные места. Дальше идут челюсти. И нам не хватает верхней части туловища с головой. Для начала мы склеим одну боковую стенку и основание. Затем удобнее всего будет смонтировать нижние заглушки. Просто приклейте их за боковые держатели, следуя изгибу шляпы. Следующий на очереди у нас центральный элемент шляпы. Соответственно, выравнивать его нужно по центральному сегменту. И в последнюю очередь мы монтируем боковые заглушки на шляпе, приклеивая их за нижние держатели и за соседние боковые. Теперь мы можем соединить дно шляпы с держателями на нижних заглушках. И только после этого приклеим переднюю стенку шляпы. Сначала приклеим нижний держатель, а потом нанесем клей на верхние ушки и расправим шляпу по контуру, внимательно выравнивая все уголки. И эта деталь готова к тому, чтобы быть смонтированной на щелкунчика. Пояс мы приклеиваем на нижнюю часть туловища, слегка перекрывая линию стыка. При этом правую и левую части пояса с края оставьте не приклеенными, туда мы будем подсовывать боковые сегменты. И пока наш товарищ лежит на животе, приклеим ему прическу сзади. Ни в коем случае в этом месте не перекрывайте линию сгиба. Челюсти должны свободно открываться на 360 градусов. Еще одна деталь шляпы может показаться вам излишней, но я ее сделала для того, чтобы прическа как бы вылезала из-под нее, а не была сверху. Теперь давайте соберем руки. Основа состоит из коробочки, зауженной к низу, и крышки. Деталь, имитирующую рукав рубашки, мы наклеиваем примерно в 7-8 мм от линии сгиба. Красный камзол идет сверху, слегка перекрывая начало голубой детали. Чтобы смонтировать эполеты, нам сначала нужно склеить их за боковые держатели, а потом приклеить получившуюся коробочку
к руке, выравнивая по задней стенке. Таким образом, в итоге у нас получится зазор между эполетами и рукой. Все детали для второй руки выравнивайте по первому экземпляру. На туловище щелкунчика рука располагается прямо у линии стыка челюстей, а передний край я выровняла по переднему краю ноги. Теперь переходим к парику. У щелкунчика будет по 2 локона с каждой стороны, большому и маленькому. Прежде всего придайте округлую форму основе локона, чтобы при резком загибании она не потрескалась. И приклейте нижний держатель ко дну. Теперь нам будет довольно легко смонтировать боковые заглушки. Сначала приклейте их за основание, а потом пройдитесь по контуру. И обратите внимание, что заглушки имеют правую и левую ориентацию. Не перепутайте комплекты. Красивее будет смотреться, если оба завитка с одной стороны головы будут заворачиваться в одну сторону. Сами локоны мы просто приклеиваем вплотную к шляпе. Почти для всех деталей лица я сделала пунктирную разметку на основе. Так легче все сделать ровно. Разметки только нет для щечек, я была не уверена, что они мне пригодятся, но по факту они мне очень приглянулись. Еще я сделала для щелкунчика ресницы, но Федя был категорически против, поэтому на итоговой версии вы реснички не увидите. Лицо мы монтируем вплотную к верхним зубам. И завершаем образ шляпой и золотыми пуговицами, для которых также есть разметка. И наконец пришло время пронумеровать наши зубы. Я рекомендую начинать отсчет с верхней челюсти, особенно если вы планируете сразу наполнить весь адвент, а не делать это каждый день по одному подарочку. Так мы сохраним центр тяжести в нижней части туловища. Ну и последнее, что нам осталось, это язык. Собирается он как обычная коробочка. Я рекомендую приклеить язык к челюсти с помощью скотча. Ну то есть не приклеивать его намертво, чтобы у вас оставалась возможность при необходимости его вынуть. Открываться коробочкам он не мешает, но вдруг вашему ребенку покажется это неудобным. Наш адвент-календарь готов, и я уверена, что он станет любимой частью вашего новогоднего декора. Он будет шикарно смотреться под елочкой и на тематических фотосессиях. И не забывайте, что в компанию к щелкунчику вы можете купить у меня макеты Большого театра и балерин. Желаю вам приятной подготовки к праздникам!